Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня на нашем обзоре будет вот такая вот старушка, легендарная сайга 12-го калибра, тактика в исполнении от Легион. Сейчас скажу о нем несколько слов, почему я считаю, что о нем незаслуженно забыли. В комплекте шел уже сразу кожаный затыльник, который смягчает удар, отдачу, деревянная ручка. Один магазин шел почему-то в комплекте, деревянное цевье. И что немаловажно, и даже до сегодняшнего дня актуально, это то, что дульник скручивается. То есть можно под разные задачи поставить те или иные приспособления. Данное оружие, считаю, что до сегодняшнего дня актуально, не уступает ничем, ни в этом классе, ни випрям, ни новым саёшкам, потому что на них уже идут те или иные приспособления, которые на этом экземпляре не стоят, но их можно поставить. Цена такого оружия от 20 до 30 тысяч рублей на вторичном рынке. Можно найти экземпляры, которые вообще не стреляны, просто лежали у человека на хранении. Тем самым получается, что можно купить дешевле аналогично новое оружие, нежели купить вот новый, который в магазине. И немаловажно именно его прицельное приспособление, и что позволяет целиться гораздо эффективнее. Нынешние саёшки, мы все знаем, они вот прицельно примерно на таком расстоянии, что в принципе может быть и достаточно для длины ствола и для его расстояния и задач. Но в моем случае я считаю это больше преимущество, чем недостаток. Также обратите внимание на крышку ствольной коробки, она еще есть старой версии, как на АКМ-ах, рифленая такая. Сейчас таких уже не делают. Цевье на него уже заказано, приклад заказан, магазин, ручка, дульное устройство, все заказано. И даже клавиша с новым дополнительный подпалец сейчас в заказе. Я почему это все говорю? Мы обязательно снимем видео, покажем, как можно модифицировать данный экземпляр, чтобы он не казался морально устаревшим и мог соответствовать тем задачам, которые его одноклассники по ценовой категории гораздо дороже сейчас выигрывают у него только по причинам, например, есть планка на прикладе либо на стволе. Да, кстати, у него регулируемый газблок, это тоже преимущество, можно стрелять и магнум, и обычными патронами. Магазин на 5 патронов. Оружие всеядное, есть и 76-е, и 70-е. Проблем с ним никаких, я стреляю много из него, но да, в связи с этим и видно, что оружие используется, да, но оно ничем не подводит и, уверен, не будет подводить, потому что его ресурс, это калашовский ресурс, легендарный автомат на его базе. В связи с этим не думаю, что он подведет, если я еще буду 10-20 лет его эксплуатировать. В стоке он уже был с планкой под ласточный хвост, так называемый, что позволяет крепить прицельное приспособление. Но я считаю, что именно на данный вид, кроме коллиматора, никакие прицельные приспособления не нужны, потому что предназначено оно для стрельбы, скорее всего, из пули точно порядка 50, ну, максимум 70 метров, а это человеческий глаз и так видит. Прицельное приспособление мы обычно ставим тогда, когда наш глаз дальше не видит, но у оружия есть возможности поразить цель на расстоянии больше. Ну, пока добавить нечего, кроме того, как мы с ним обязательно видео проведем, сравнительный анализ, какой он сейчас и какие у него характеристики изменились после определенной модернизации. И увидим, сколько бюджет обходится в видоизмененном состоянии данного оружия и может ли он в новом облике, в новом тюнинге конкурировать по цене с теми видами, которые на сегодняшний день выигрывают у него по стоковому состоянию. Также хочу отметить, что данный экземпляр обладает пассивной затворной задержкой. Так до сегодняшнего дня, так и для меня осталось загадкой, зачем нам пассивная затворная задержка, да? Если
кто-то знает, обязательно напишите в комментарии. Хочу узнать, для чего вообще он нужен именно в этом виде оружия. Или это в каких-то видах было изобретено, а сюда просто так поставили, потому что в комплектации идет. Для чего оно, какое оно имеет функциональное значение, мне так и для меня осталось и до сих пор загадка, потому что я и не пользуюсь, и не применял никогда. Также необходимо отметить саму компактность оружия, хоть и тут ствол 430, но если мы не ставим на предохранитель, то, кстати, складывается приклад по закону. У нас со сложным прикладом, если ствол короткий. Вот, посмотрите, какое компактное оно сразу становится. Очень удобное в носке. Тут, действительно, тут реально наверняка 60-70 сантиметров. Иметь штатное стандартное крепление приклада, оно не болтается, как сейчас, когда на трубе тюнинг приклады, они просто как слоновое ухо бегают туда-сюда, да. Рекламисты, конечно, все время говорят, что эта стрелка не мешает, оно только для переноски, но посмотрите, для переноски так лучше, или если бы оно болталось бы вот так. Вот. Считаю, что все-таки инженеры заводские, они все делают с расчетом на наиболее максимальное удобство. То, что у нас все нынче максимально коммерциализировано, то поэтому продавец пытается толкнуть все, что у него есть, подводя по то, что это вам нужно, а порой оно нам не нужно.